В Латвии до масштабки было очень сильное такое влияние русских. Ко мне приехали в детдом полиция безопасности, задержала меня, отвезли к себе, и там начали спрашивать, типа, где я был, почему я находился на территории Украины. Говорили, что в Украине одни нацисты, азовцы нацисты, убивают детей. А почему-то после масштабного вторжения в Украину все поменялось. Мне не нужна была война, но я решил, что моя обязанность помочь украинцам. За какие идеалы и ценности ты сражаешься? За то, чтобы те люди, которые для меня родные и близкие, они были всегда в безопасности. Если Украину захватят, куда Россия пойдет дальше? Пойдет сначала 100% в Латвию. Это случится в двух вариантах. Ты родом из Латвии, чем занимался у себя на родине и как твоя жизнь выглядела до войны? В Латвии я занимался определенно, как и все. В тот момент это был спорт, учеба, понятное дело, потому что нужно было обязательно школу закончить, чтобы получить образование хоть какое-то. И мы, конечно же, собирались компанией и тренировались. Там был ножевой бой, бокс, какая-то тактика, медицина. Будто мы готовились к этой войне. Не зная, что будет, но готовились, постоянно развивались. Ну и вообще хотелось в будущем служить в Латвии. Но получилось так, что оказалось, что моя служба будет в Украине. У тебя был военный опыт до начала вторжения, и какая у тебя военная профессия? Именно прям военного опыта не было. Я проходил службу, можно так сказать, такой в курсантском или кадеты. Я не знаю, как здесь это называется. У нас это яунсарзе называется. Я там был с 15 лет. И там именно учили именно тактике, ориентированию, узлам, там всякие были пробежки с оружием, там медицина и все остальное. И там я более-менее получил больший опыт, который на самом деле где-то даже понадобился здесь. Вот. Когда уже масштабка началась, я уже понял, что я хочу быть разведчиком. Мне нравится вот ходить туда-сюда, там ходить к пидорам и смотреть, что у них там происходит. Как попал в Кракен и почему Кракен? В Кракен попал, это очень понятно для нас, потому что все, кто в Кракене на данный момент и до этого находились, это Нацкорпус, Центурия, какие-то околофутбольщики, и все как-то мы с друг другом знакомы. И поэтому мы и сформировали, сам Кракен, он сформировался из этих всех людей. Поэтому так и получилось, что все друг друга знали, легче будет работать, коммуницировать, потому что все знакомы с друг другом. Не первый год защищаем Харьков от пятой колонны, всяких сепаратистов. И вот так собрался вот Кракен из этого всего. Каким было 24 февраля для тебя? Мы сначала не понимали, что вообще происходит, но мы заранее уже были готовы к этому, что обязательно в какой-то день начнется именно вторжение. У меня был заранее собран рюкзак с формой, с броней. Мне тогда позвонил друг Иксы. Он позвонил, такой говорит: братан, вставай, у нас война, нужно собираться ехать на точку. Но я смотрю, 4 утра, я такой, ну ладно. Взял сумку, зашел в магазин. Я думал, что это последний раз, когда я захожу в магазин, купил себе швепс гранатовый и пошел, на точку. Мы встретились уже на точке, поехали на базу, получили там оружие. По информации мы понимали, что пока что еще русские не зашли на территорию Харькова. И наша первая задача оказалась ехать на Северную Салтовку, которую мы там провели почти месяц с чем-то. Держали оборону там. Лютая или самая смешная история с фронта? Самое лютое это было в Бахмуте с моим другом Малышом и нашей командой разведки. Мы тогда решили, что нужно сходить поближе к пидорам и навести шороху. Мы подошли, туда, через дальномер посмотрели, сколько метров. Мы увидели, что это 200 метров, примерно нацелились на выстрелы 200 метров и начали стрелять в сторону пидоров, где вот они сидели в многоэтажке. И мы вот так стреляли, сначала я пострелял, потом Малыш пострелял, и последним вогом мы попадаем в окно им, там детонирует БК, вылетает 2 стены и падают 2 пидора с 4-го этажа. С другой многоэтажки высовывается человек, наш, и просто вот этих 2 пидоров стреляет и все. Понятно, что мы сразу снимаемся, идем на штаб, и нам на штабе вот это рассказывают.
чтобы мы типа успешно выполнили задачу. Это, наверное, самое лютое, которая могла история быть с нами. Дякуємо за те, що активно підписуєтесь та лайкаєте наші відео. Ми читаємо ваші коментарі та намагаємось відповісти кожному. Тому пишіть, кого б наступного ви хотіли бачити та які питання почути в серії наших інтерв'ю. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. QR-код тут або за посиланням під відео. Общаешься ли ты с друзьями, родственниками из Латвии, что они думают о войне в Украине и что они думают о том, что ты воюешь за Украину? Да, общаюсь с некоторыми друзьями, точно еще общаюсь, пока что поддерживаю общение с сестрой. Если раньше они как-то реагировали на то, что я пошел воевать, ну как-то, что я странненький немножко, не поддерживали, типа, мою идею, потому что, ну, как бы на войне можно умереть. Не каждый захочет, чтобы их там друг или брат умирал на войне. Но после масштабки тоже настроение все поменялось, меня начали поддерживать. Мне стало, на самом деле, очень приятно, что есть поддержка от сестры. Она, конечно, переживает очень сильно, но переживать нечего, я жив-здоров, все со мной хорошо. Она обязательно будет смотреть это интервью. И друзья тоже, если раньше они такие говорили, типа, зачем тебе это надо, зачем ты уехал в другую страну воевать, если вот у тебя есть Латвия. Но я считаю, что украинцев нужно поддерживать, поэтому я сюда и приехал воевать за Украину. И мне на самом деле очень приятно, что как бы мои сограждане начинают меня поддерживать, помогать, приятные слова писать, и потому что, ну, Латвия для меня это любимая страна. Как бы я здесь не жил, как бы мне здесь не нравилось, первый мой дом это Латвия, это Рига, это лучший город тоже на свете на самом деле, и сейчас второй город и любимая моя страна это Украина. Почему решил переехать в Украину именно в 2017-м? Что тебя подтолкнуло на это решение? У меня было 2 друга в Харькове, которые предложили мне приехать просто в Украину, в Харьков. И я приехал к ним первый раз, типа, летом, мы подвижевали, я там вступил в нацкорпус, и мне как-то очень понравилось все. Я вообще хотел, типа, дальше воевать пойти. И потом я уже вернулся в Латвию, у меня были проблемы с полицией безопасности там. На тот момент еще было вот это настроение, типа, что азовцы нацисты, все, что с ними связано, это плохо. Ко мне приехали в детдом полиция безопасности, задержала меня, отвезли к себе, и там начали спрашивать, типа, где я был, почему я находился на территории Украины, как я связан с Азовом, типа, не воевал ли я. Ну, на тот момент, конечно, для своей же безопасности я сказал, что я ездил к тете, и я не связан ни с каким Азовом. Почему в Латвии думали, что азовцы это нацисты? Это благодаря пропаганде? Да, потому что было телевидение российское же, и там постоянно же говорили, что в Украине одни нацисты, азовцы нацисты, убивают детей, там вот эта история с мальчиком в трусиках, что украинцы едят детей. И почему-то латыши во все это верили. Когда эти настроения поменялись? После масштабки, вот, наверное, после Мариуполя. Вот сразу как-то изменилось настроение в хорошую сторону. Теперь азовцы — это герои, что это просто супер-мега-войны. И теперь они начали относиться и к Украине по-другому. И, ну, на самом деле Латвия очень много делает для Украины. Она там постоянно помогает там всякими гуманитарками и все такое. И, как я знаю, что многие добровольцы и украинцы ездят в Латвию на учения. Но латвийцы почувствовали, что они могут быть следующими. Да, они прекрасно понимают, что если Украину захватят, куда Россия пойдет дальше? Пойдет сначала 100% в Латвию. Как сейчас латвийцы относятся к России? Но сейчас негативно относятся. Раньше все было хорошо, как бы. Не знаешь язык, ну и ладно. Телеканалы российские, ну и ладно. Все это было как-то непонятно. А почему-то после масштабного вторжения в Украину все поменялось. Не знаешь латышского? Едь в Россию. Телеканалы, я честно не знаю, закрыли их или нет. У меня такой информации нет, но надеюсь, что закрыли. Потому что они не должны быть на территории Латвии. Они зомбируют, максимально зомбируют. Там настолько всякую гниль показывают, что непонятно, как вообще это можно смотреть. И как я знаю, что там какой-то был закон, ты любишь русский мир, поддерживаешь Россию, у тебя забирают машину и отправляют в Украину военным, ЗСУ. То есть это на самом деле ничего себе.
Ну и раньше, если Латвия не сильно поддерживала Украину, после вторжения Латвия прям очень хорошо Украину поддерживает, постоянно гуманитаркой, постоянно ездят с Украины на учения в Латвию. То есть настроение сразу поменялось в хорошую сторону к Украине, а к России сразу же как-то негативно стало. Ну, а ты знаешь, сейчас на территории Латвии много русских? Да. Да? Я думаю, да. Что они там делают? Русские ждут, наверное, то же самое, что и происходит в Украине. Они ждут вторжения русаков. Вот особенно в городе в Даугавпилсе, они 100% ждут вторжения. В этом городе 100% находятся уже спецслужбы, какие-то ФСБшники, которые проживают уже долго на территории Латвии. Даугавпилс настолько пророссийский, что примерно там за 2 часа можно захватить этот город легко. Примерно вот как Крым. Внезапно просто заехать, и все, не будет уже города. Поменялось ли мышление у тех русских, которые еще остались постсоветского пространства? Нет, большая часть их, они как любили русский мир, так и любят. Потому что в Латвии до масштабки было очень сильное такое влияние русских, прям очень жесткое. Постоянно те же телеканалы, всякие газеты, непонятные какие-то политики, которые почему-то делают в политике, но они там русскоязычные там, и как-то связаны с Россией. Тоже там такое непонятное настроение. И вот те, кто остались вот после развала СССР, да, жить там, они все равно поддерживают Россию. Даже люди, которые уже родились после вот всего вот этого, кому там сейчас, наверное, 18-20, у них такое же настроение. Есть люди, с которыми у меня была закусь, они мне до сих пор даже угрожают, что они меня там побьют, порежут, застрелят. Так а почему так? Промытые мозги. Все-таки из-за того, что телевидение было русское, Не да? только телевидение, само воспитание. Воспитание. У них родители думают, что это победа. Они любители русского мира, ездят в Россию постоянно. Там у них же родственники наверняка, еще кто-то находится. Они постоянно ездят, промывают себе мозги еще больше. И понятно, что они растят своих детей на том же. И начинаются вот такие настроения. Вот так и они растят второе поколение любителей русского языка и русского мира. Я думаю, что если начнется все же вторжение, прям очень много будет людей, которые будут там наводить ракеты и вот всем вот этим заниматься. И от этого не избавиться уже. Это избавиться только тогда, когда мы вот прям их всех вытолкнем в Россию. Не только в Латвии такое настроение русское, но также и в Литве есть это, также и в Эстонии есть. Многие любители русского мира, находясь в Украине, да, которые сбежали от войны, хоть они ждали как бы русский мир, но потом они почему-то сбегают в Прибалтику. Много есть таких инцидентов, которые там были в Украине, да, жили в каком-то городе, и война началась, и почему-то они не ждали русского мира, а взяли и уехали. И сейчас они начинают в Прибалтике вот это настроение делать русское, что Россия это круто, и ты такой, а зачем ты тогда уехал? Мог там подождать? Ну да. Подождать и жить. А зачем? Мне в Европе хорошо. Ну, и там начинается вот это гнилье. То есть гниль понаехала в Прибалтику, начинает вот это распространять, что мы там русские, мы можем делать, что хотим, мы язык не будем учить, типа, и все это остальное. Так что Прибалтике нужно готовиться обязательно, ну, не только Латвии, обязательно и Литве нужно готовиться. Но Литва там нормально вроде готовится к этому всему, она там границы нормально укрепляет и денег нормально спонсирует на армию. И в Эстонии там должно быть вроде так же. Я просто за Эстонией не сильно слежу. У меня так Латвия, Литва, а вот Эстонию не сильно слежу за ними. Но как ты думаешь, когда это может быть? Это случится в 2 вариантах. Либо когда они попытаются захватить нас полностью, Украину, да, ну, не получится. Либо второй вариант, если у них сейчас с Харьковом что-то прогорит, у них не получится захватить Харьков, ну, это 100% не получится, мы его не дадим просто так. Тогда они, возможно, захотят захватить чуть-чуть Прибалтику. У меня почему-то вот такие мысли. Как ты думаешь, если будет вторжение РФ в Латвию, латвийцы встанут и будут воевать? Я считаю, что да.
Потому что у нас в Латвии с патриотизмом все очень хорошо на самом деле. Там с 9 лет можно вступить уже в Яунсардзе, там, где я проходил службу и учился, где тебя научат обращаться с оружием, ориентированию, медицине, стрельбе и всему остальному. После Яунсардзе ты 18 лет переходишь в Земасардзе, либо выбираешь там какую-то определенную специальную там, пехота, например, там military policy, это типа военная полиция и так далее. И если вдруг начнется реально вторжение, многие латыши возьмут в руки оружие и будут воевать за Латвию. Читала себе в российских СМИ? Да, очень часто бывает, вижу прекрасные посты про меня. Им очень не нравится, что я особенно с Латвии. Постоянно меня наемником называют, что я неонацист. Но пусть знают, что я есть, со мной все хорошо, я скоро вернусь на фронт, буду ебашить дальше пидоров, так что ждите. За какие идеалы и ценности ты сражаешься? За то, чтобы те люди, которые для меня родные и близкие, они были всегда в безопасности. Именно за них я сейчас воюю. Многие скажут, что это неправильно и все остальное, но все идут воевать, чтобы не просто спасти Украину от русского мира, но и спасти своих близких. Чтобы близкие могли спокойно жить в городе, чтобы спокойно могли гулять по паркам, да, чтобы могли развиваться. Знаком ли ты с другими добровольцами из Латвии и в чем их мотивация? Знаю косвенно каких-то определенных людей, но чтобы с ними общаться, не сильно знаком. Я знаю, что там есть такой военный с Латвии, называется Red Fox. Я там видел какие-то видосы определенные, там вроде снайпер как. И он там нормально русаков убивает. А остальных, не сильно знаю. Я знаю, вот у нас, я встретился на базе 3-й штурмовой бригады с другом Изюмом, он тоже латыш. Какая вообще мотивация у них? У меня была мотивация просто помочь братскому народу, потому что я считаю, что Украина — это наш братский народ, которому мы должны помогать. Поэтому я и приехал сюда. Не знаю, какая у них мотивация, надеюсь, что такая же, как у меня, что братский народ, нужно помогать, поэтому они приехали. Многие скажут, что там за деньги. Нет. Многие латыши, которые живут в Латвии, они нормально зарабатывают и как бы спокойно живут. Я тоже нормально жил спокойно в Латвии, мне как бы не нужна была война, но я решил, что моя обязанность помочь украинцам, взять все, бросить и приехать в Украину и начать воевать. Что у других латышей на уме? Точно не деньги. Может быть такая же мотивация, как у меня. Но у каждого может она быть разная. Еще возможно, что ненависть к русским. Латыши всегда не любили русских. Есть латыши, которые любят русский мир. От этого мы не сможем уйти. Есть обязательно в каждом народе, кто любит русский мир и хочет жить при российской власти. Есть латыши, которые настоящие патриоты, которые сюда приехали, это настоящие патриоты Латвии. Потому что они решили бросить все и приехать сюда, воевать за Украину. Как бы это достойный поступок. Не каждый осмелится так сделать. К войне нужно готовиться? И что бы ты посоветовал людям, которые прячутся от ТЦК, выжидают, и тем, кто просто думает, что их как-то это не зацепит? Понятно, что к войне нужно готовиться. Каждому человеку, любому. Все, кто смотрит это видео, вы обязательно должны готовиться к войне. Потому что вас война не затрагивает до той степени, пока в ваш город не собираются зайти пидоры. Вот когда начнут пидоры заходить, вы сразу захотите изучать медицину, тактику, стрельбу. И вам придется это сделать любому человеку. Любому. Даже кто в Киеве сидит, они думают, что да, до нас война не дойдет, все хорошо. Но это не так. Война дойдет до каждого, и придется каждому воевать. Но они это не сильно понимают на самом деле. Когда началась эта масштабная война, в этот день, почему-то все такие слаженные стали, все сразу в руки оружие начали брать, друг другу помогать, решать проблемы все. А потом, когда от Харькова и от Киева убрали пидоров, то все, не нужно донатить, все, я не хочу воевать, зачем мне эта война, я не рожден для войны, я хочу экономический фронт держать. Но они не понимают, что там на нуле не супер вкусно и не супер прикольно. И обязательно дойдет то время, что даже придется экономическому фронту воевать. У меня есть друг, у него сейчас нету ноги, уже давно нету ноги. И
он сейчас воюет без ноги, как бы снайпером. Ну, и взрослые мужики боятся идти воевать. Тип получил жесткое ранение, потерял ногу, восстановился и пошел обратно воевать. Типа, как это? Я не понимаю, как это вообще происходит. Как ты воспринимаешь войну? Это твоя стихия? Да, я всегда хотел быть военным и всегда хотел участвовать в какой-то войне. И на войне я себя чувствую как-то очень хорошо, на самом деле. Как бы, ну, это не звучало, для многих это будет, наверное, шок, но на войне я себя чувствую намного лучше, чем в гражданской жизни. Многие говорят, что вот сейчас война закончится, много военных там приедут в города, будет хаос и все такое. Нет, не будет. Не у всех психика железная. Не все могут выдерживать то, что происходит на нуле. Да? Не все могут выдержать гибель друзей. Да? Я тоже думал, что я не выдержу, на самом деле. Вот когда погиб друг Иксы, мне было очень тяжело. Я долго от этого отходил. Но потом вроде отошел, стало лучше. Потом погиб друг Малыш, тоже было очень тяжело. Он еще погиб прямо перед моим днем рождения. Это оказалось для меня еще больше ударом, чем возможно было. Но у меня не поехала крыша, типа я в том же нормальном сознании, я тот же счастливый человек. Я просто понимаю, что нельзя сдаваться. Потому что парни бы не хотели бы, чтобы я там сошел с ума там, или на каких-то таблетках сидел там, или еще что-то. Они хотели, чтобы я двигался дальше и развивал наше общее дело. Поэтому я не имею права там сойти с ума, начать пить, курить, наркоманить и все это остальное. Хоть я этого никогда не делал. Расскажи немного о Nordshtorm. Для кого и для чего он создавался? Nordshtorm был основан в 2019 году мною, другом Малышом и другом Иксами. Тогда мы хотели максимально развивать сам нож. Nordshtorm развивал нож, мы делали большие турниры по ножевому бою в честь погибших азовцев. Задумка была максимально развивать молодежь, которая не понимала, что она на данный момент хочет. У нас не только была вот эта задача, мы еще Nordshtorm создавали, чтобы бороться против сепаратизма. То есть мы максимально искали сепаратистов, таких как Моробян, Топаз, Шокола. И мы максимально на них охотились, потому что в тот момент, когда пытались захватить Харьков, эти молодые люди хотели русского мира. Чем сейчас занимается Nordshtorm? Nordshtorm сейчас занимается войной, как и все. Мы пошли сразу же все воевать. Все участники, которые могли быть. У нас большая часть участников находилась в Харькове. Некоторые участники находились в Киеве. И большая часть пошла в Кракен. Да, в Киеве, которые ребята были, они пошли в ССО Азов, который превратился уже в 3-й ОШБ. И мы просто все пошли воевать. Мы прекрасно знали, что мы будем делать, когда начнется масштабная война. Просто собрали вещи, взяли оружие в руки, начали воевать. Сейчас Nordshtorm — это взвод разведки. Но мы не ограничиваемся одним взводом. Есть много участников Nordshtorm, которые находятся и в Азове, и в Кракене, тоже 3-й ОШБ, где мы сейчас находимся. Есть некоторые участники с 3-го полка ССО, и даже есть в РДК некоторые участники у нас. Культ ножа. Что и для кого, и как он создавался? Зачем во время войны, когда есть артиллерия, нужен нож? Нож, я считаю, это лучшее оружие, которое может быть придумано человеком. Для чего был создан именно наш клуб «Культ ножа»? Для самообороны с ножом. Хоть все сейчас мне скажут, такого не существует, самообороны с ножом, нож — это та вещь, которая убивает людей. Нет. Если это нож в нужных руках, то это спокойно может быть и защитным оружием. Я тренирую именно людей защищаться ножом, не нападать. Не обязательно его использовать во всех случаях, когда вам грозит опасность. Для этого есть перцовый баллон. Нож используется только тогда, когда против вас достается нож. Я уже учу 10 лет уже ножевому бою людей. И здесь я открыл клуб в 2019 году. То есть нам в сентябре уже будет 5 лет. У тебя есть с собой нож? Да, конечно. Нож у меня Покажешь? всегда с собой. Да. Но у меня такой легендарный нож. У меня есть друг, лучший был.
Он погиб под Бахмутом, малыш. И вот эта модель Наша, это его любимая модель. Он всегда с ним ходил постоянно. И я решил, что можно сделать такие 5 штук только для близких. И здесь как раз есть 3 отсылки на малыша. Это как бы его любимый нож, как бы эмблема Нордшторма, которую мы создали вместе с ним, и его любимые слова, типа «преврати свой бульдозер в танк». И вот я решил, что нужно сделать вот такие там, не помню сколько, 5-6 ножов мы сделали и раздали вот только близким людям. Ты остался последний из основателей. Есть ли у тебя человек, который подхватит это дело, Нордшторм, и будет его развивать дальше? Пока что Нордштормом я занимаюсь один, но с недавних пор я подключил жену малыша, которая помогает мне писать посты на украинском языке, так как мой украинский хоть и хорош, но желает лучшего, конечно же. Будем пытаться дальше развиваться, потому что я не могу как бы забросить это дело. Как бы мы вместе создавали вот эту движуху, да, и иксы и малыш они погибли. И я считаю, один остался. Я не могу забросить это дело. Это обязательно должно быть развиваться. Это память о них. Веришь ли ты в приметы или в судьбу? Мне кажется, что нету ни судьбы, ни примет. Особенно вот это, что там говорят, возвращается бумерангом и все остальное. Мне как-то не верится. Если это бы реально было бы, первым бы как-то возвращалось то, что они сейчас делают на Украине. Но что-то ничего не происходит. Никакого бумеранга не возвращается. Так что не сильно верю ни в судьбу, ни в приметы. Во что вообще веришь? Я верю в язычество, Вальхалу. Я язычник, наверное, уже лет 13. Я верю именно в Вальхалу, что ты после смерти приходишь в вот этот тронный зал, где сидят боги, сидят Один, вы с ними пируете, потом происходят битвы, потом опять вы пируете. Я считаю, что это идеальная атмосфера, где нужно находиться после смерти. Война оголяет чувства? Со временем, да. Сначала есть какие-то непонятные страхи, что там вот сейчас залетит и все. А потом понимаешь, что если прилетит, ты даже ничего не поймешь. И уже как-то не сильно боишься этого. Страх вот так уходит по чуть-чуть. Бывает, что да, там страшно, когда вот прилетает в 150 метрах там какой-нибудь град или василек. Да, есть такое, что сейчас как тебя размажет по стенке, что тебя уже не соберут. Ну, с другой ситуации начинаешь уже как бы привыкать к этому. У меня такое чувство, будто вот эти прилеты и вот эти тревоги в Харькове, они не длятся там 2 года, да, такое чувство, будто уже лет 20. Каждый день в Харьков что-то прилетает. И ты уже привыкаешь, не боясь этого. Если раньше как-то, я уже такой, когда дома нахожусь, что-то прилетает, я такой, так, ну выйду в коридор, постою лучше в коридоре на всякий случай. А уже сейчас прилетает, я такой, ну, прилетит, так прилетит, значит судьба такая. Война – дело молодежи? Да, максимально вся молодежь пошла воевать. Есть, конечно, уже и погибших много молодых. Кому там было 18, кому там 19. И это очень грустно на самом деле, что идет именно молодежь воевать за свою страну. Я вот бывает выхожу в город и смотрю, сколько мужиков находится в Киеве, да? Ну прям очень много, если мы пройдемся и посмотрим. Много очень хороших ребят, которые были молодыми, они погибли. Даже вот у нас был участник с Нордшторма, самый молодой, ему было 18 лет. И вот он погиб тоже в Харькове от авиаудара, который вот был по УДА в Харькове тогда. И вот он был самым молодым из наших участников. И он в 14 лет к нам пришел. Просто так пришел, мы начали тренироваться с ним, заниматься медициной, тактикой и все такое. Вот он настоящий воин был. Ему было 18 лет, но он знал, что он хотел. Вот как началась масштабка, он просто взял в руки оружие и начал защищать Харьков. Но не повезло, что прилетела вот эта авиабомба, которая по УДА. А он бы мог еще много чего сделать. Что делает Центурия с нынешней молодежью и нужно ли нам продвигать эту тему? Я считаю, что обязательно нужно продвигать, потому что Центурия готовит будущих воинов, которые будут защищать Украину. В Центурии можно изучать все, что угодно. То есть саму тактику, медицину, тот же ножевой бой, бокс, эпиведроны теперь уже появились. И максимально учат всему, чему только возможно, чтобы подготовить уже молодежь. Потому что мы не сможем вечно воевать. У нас появятся травмы, какие-то серьезные ранения, с которыми мы не сможем вернуться на фронт.
И есть вот эта молодежь, есть сама Центурия, которая развивает эту молодежь, которая в будущем будет заменять нас. Так что Центурия – это одна из главных вещей, которые нужно продвигать во всей Украине, чтобы мы не сами этим занимались, но чтобы нас поддерживало и само государство. Скучаешь ли ты по своему дому в Латвии? И что для тебя означает дом? Скучаю. Хоть я долгое время прожил в детдоме, да, в Латвии, но я все равно когда скучаю по Латвии, скучаю по друзьям, по сестре скучаю. И я бы с удовольствием бы приехал в Латвию, навестил бы сестру, увидел своих племянниц, которых я уже почти 8 лет не видел. Они уже, наверное, выросли, большие. И хотелось бы посетить Ригу обязательно. Хотелось бы приехать на базу военную, где меня еще помнят до сих пор. Я даже был удивлен, потому что у меня там друзья ездили на учения, и некоторые военные до сих пор меня помнят. И хотелось бы приехать вот просто на родину. Но пока нету шанса. Нужно закончить эту войну. Как закончу войну, обязательно на какой-нибудь месяцок вернусь в Латвию. А что тебе не хватало в юном возрасте? Наверное, заботы. Так как я рос в детдоме, этого больше всего, наверное, не хватало. Например, у всех есть детские фотографии, да, у меня есть только одна детская фотография. Это с детского сада. Все, больше их нету. Не хватало вот этого, что есть у всех. Любовь там матери, любовь отца. Я многое не понимаю, потому что я не получал этого. Хочется такого, что вот как у всех есть. Чем займешься после победы Украины? Ну, после победы Украины, это понятное дело, что я буду развивать дальше ножевой бой. У меня есть маленькая мечта. Когда мы победим пидоров, я хочу сделать большой всеукраинский турнир по ножевому бою, чтобы вот со всей Украины приехал вот именно в Киев, на Лысую гору, и мы сделали большой турнир в память всех погибших воинов, которые вот погибли за вот это время войны. Ну и, конечно же, после победы хотелось бы открыть федерацию по ножевому бою. Вот это тоже одна из главная мечта, которую бы хотелось воплотить. Но надеюсь, что и без победы получится ее воплотить, потому что там, чтобы федерацию открыть, там вроде надо, чтобы там 10-15 клубов по всей Украине работало. Если так будет, там займемся с юристами этим всем и попытаемся открыть федерацию, чтобы мы могли выступать на официальном уровне и делать чемпионаты Украины. Потому что когда ты делаешь чемпионат Украины, это прям уже такой уровень, да. И когда человек, вот, например, выступает на твоем турнире, и он знает, что он сейчас занимает первое место, и он получает статус чемпиона Украины, я считаю, что это намного круче, когда получает статус просто чемпиона на турнире. И поэтому вот такая мечта есть, открыть федерацию и сделать вот большой турнир.